Вот ИП Макаров, тот, кто берет бабки. Ты кто такой? Цену поднимаешь каждый день. Понял? Ты так говоришь. Я один толпу сразу сюда бегу. Почему? За что вообще деньги берешь? За въезд. А кто вам дал такое право? Проблема состоит в том, что нам создают препятствия в пользовании на данной базе. Нам дан был ответ о том, что в данном случае со стороны арендатора данного земельного участка есть нарушение. КоАП использует земельный участок не по целевому назначению. Мне государство помогает, чтобы я вам отдал эти деньги. Нифига не получится. Вызываем полицию. У нас все законно. Все законно? Да. Но у нас есть бумага, что незаконно. Откуда у вас? Мы запросы сделали Куда? Кому? в администрацию. Можешь приехать? Серов он и есть. Вот с камеры ходит сына. Слушай, смотри сюда. Они мне предоставили бумагу. Помощь фронту, нашей Россию, чтобы мы победили. Это наша Родина, это наша страна. Я граждан России 2008 года. За что я плачу вообще? Я граждан России, многодетная семья. У меня везде всем государство помогает, а частники у меня отбирают эти деньги. Как понять? Есть конфликт какой-то? Нет. А что у вас так много? Я тоже как предприниматель работаю на этом рынке. Вот как бы не до сих пор заезд на рынок стал 200 рублей. Я вообще эту будку первый раз вижу. Но каждый раз платить эти деньги. За что? Просто за то, что мы 10 метров заезжаем на рынок, за это платить 200 рублей. Насколько я знаю, это вообще не относится к рынку. Это вообще даже не от рынка, а что за самовольство такое. Договор субаренды земельного участка, номер 328, 2023, от 28 марта 2023 года. А с ним можно знакомиться, почитать его? Я же с ним ничего Я не могу сейчас это использовать в целевом назначении, потому что мне мешает вот эти Я вот понял, строения. значит, вы вообще не должны ничего использовать. А кто же будет тогда аренду платить? Вот, вы вопреки закону. А проезд бесплатный, может проезжать. Сегодня так. Спасибо пятой власти. Дорогие друзья, сегодня у нас 10 мая 2023 года и находимся мы на Дубровина 5А. К нам обратились в редакцию «Пятая власть» местные предприниматели о том, что с них незаконно взимают деньги на оплату за проезд. Вы представляете, чтобы к себе попасть на работу, они должны заплатить при въезде на эту территорию. Ну, в общем, вот так вот мы живем в нашей замечательной стране. На стоянку надо платить? Конечно. Платить за стоянку нужно? А за что вообще деньги берешь? За въезд. А кто вам дал такое право? За въезд. А сколько проезд стоит? Ну такая 300 рублей. 300 рублей? А с утра моя машина 7 тонн, зачем 700 рублей взяли? Вот 300. Я думаю, давайте мы сделаем так. Мы считаем, что это незаконно. К нам, как к средству массовой информации «Пятая власть», обратились местные предприниматели. Мы здесь сейчас снимали сюжет. И я так понимаю, вот как раз те люди, которые, наверное, смогут сейчас написать заявление и вызвать сотрудников полиции. Мне не нравится то, что здесь проезд оплачивается. они же знают, мы на рынке. Я водитель. Я выехал, машину помыл, на стоянку заехать бесплатно обычно было. А теперь деньги платим. Каждый день по 700 рублей. Это 1400, месяц 42 тысячи. За что я плачу, это очень мне интересно. Тем более многодетная семья. Мне государство помогает, чтобы я вам отдал эти деньги. Нифига не получится. Вызываем полицию. Скажите, а где ваше руководство? Да сейчас я позвоню. Приедет сейчас руководство? Хорошо. Сколько раз вы вызывали полицию? Приезжают. Сколько раз они вызывали полицию? Что полиция говорит? Приезжают, ничего не говорят. Что говорит? У нас все законно. Все законно? Да. Но у нас есть бумага, что незаконно.
Откуда у вас? Мы запросы сделали Куда? Кому? в Кто? администрацию. Сможешь приехать? Меня везде государство поддерживает, чтобы я их вырастил. Будущие солдаты, тем более все пацаны. А тут я плачу 42 тысячи в месяц. За что? Мы за аренду платим еще пенис. За что? И за это дорога 10 метров еще. Аренда плачу, я помещение арендую. А тут что? Проблема состоит в том, что нам создают препятствия в пользовании в настоящее время торговли на данной базе. В настоящее время у нас обращались в несколько органов, в том числе в администрацию управления имущественных и земельных отношений, который нам дан был ответ о том, что в данном случае со стороны арендатора данного земельного участка есть нарушение. КоАП использует земельный участок не по целевому назначению. Данный земельный участок является выделен под сельскохозяйственные нужды, однако же использование его происходит не по назначению, как вы это видите сами. Помимо этого, если обратить внимание, то у нас указано, что неоднократно пожарная безопасность делала предупреждение как арендатору данного помещения, данного земельного участка, так и нам о том, что у нас создается препятствие в части пожарной безопасности. У нас пожарные въезды, они являются как бы платный въезд. Другой пожарный въезд у нас вообще перекрыт, и это можно также посмотреть. Стоят у нас ГБР на той стороне. Они же перекрыли тоже, да? Да, это же они же и перекрыли, не дают доступ. Мы сейчас вот здесь Конечно, закончим комментарий. конечно, дадим комментарий на эту тему. Получается, в данном случае у нас здесь перекрыто, у нас платный въезд сделали, причем не на законном основании. На каком основании они берут, также они не поясняют. Тем самым создают препятствия для пользования базой. В данном случае я считаю, что данные нарушения незаконны и должны быть прореагированы органами внутренних дел в том числе. Я личный зам диаспоры воровского общения Азербайджана. Вот этот народ, видите, который я за них отвечаю в этом городе. Как диаспора, я его помощник, зам диаспора. Дело в том, что часть моего народа, они уже не считают. Тут большинство 70% азербайджанцы работают. Они с нас, с каком статье деньги берут, это мне очень интересно. Я вас очень прошу. С этим заниматься, помочь нам, пожалуйста, очень прошу вас. Да. Чтобы разобраться в этом. Да, вот это, как можно говорить, черные рабочие ребята платят ни за что. Я понял. С этим надо разбираться и помочь нам, пожалуйста. Все, спасибо вам. Я тоже представитель этого народа. Выражаю интересы в том, что собрались здесь все предприниматели. Как вы знаете, давно существует рынок, более 10 лет. Просто нам непонятно, что на каком основании, которое людям принадлежит всего 5-10 метров, это они предъявляют нам непонятно, на одностороннем порядке 200 рублей сдирать с этих ребят. Посмотрите на их лицо. В нынешнее время сейчас идет как бы экономическая точка зрения, обстановка как бы, раз и сам знаете, но это люди тоже как бы, учитывая тоже каждый налог приносит мало-малости. Мы не можем понять о том, что почему за это машины 200 рублей берут, более 1000 рублей берут, основание на чем они ссылаются. Ведь это законодательство России, которое вообще применяется, это особенность вот этого закона, непонятно. Это анархия после 90-х годов нам напоминает. Фронт, овощи, фрукты, обувь, деньги собрали, помощь фронту, нашу Россию, чтобы мы победили. Это наша Родина, это наша страна. Я гражданин России 2008 года. За что я плачу вообще? Я граждан России, многодетная семья. У меня везде всем государство помогает, а частники у меня отбирают эти деньги. Как понять? Я тоже как предприниматель работаю на этом рынке. Вот как бы с недавних пор заезд на рынок стал в 200 рублей. Я вообще эту будку первый раз вижу. Ну, каждый раз платить эти деньги. За что? Просто за то, что мы 10 метров заезжаем на рынок, за это платить 200 рублей. Насколько я знаю, это вообще не относится к рынку. Это вообще даже не от рынка, а что за самовольство такое? Редакция наша сделала запрос, и мы установили, что это незаконно. Это незаконно, да. Для этого сюда необходимо вызвать сотрудников полиции. Обязательно. И в прокуратуру также писать заявление. Полиция должна приехать на место, принять заявление, потому что это самоуправство. Да, конечно. Нам всем это неприятная такая история, как бы. Надо этот вопрос решить. Я надеюсь на правосудие, которое этот вопрос решит. Вот, как я и говорила, вот ГБР стоит, вот стоят у нас, соответственно, переграждают въезд.
Вот сейчас они уже отодвинули вот эти части, я имею в виду железобетонные. До этого они были придвинуты туда. Но все равно въехать как-то невозможно до настоящего времени. То есть вот ГБР специально машин так ставят, Конечно, чтобы не въезжали. То есть, как говорят, если вдруг какая проверка, ГБР всегда может уехать. Отъезжают и все. Совершенно верно. Ага, значит, здесь Но на самом деле вот сотрудники эти блоки полиции должны так- отреагировать в плане того, что препятствие, пожарный выезд. Как минимум, Это же вот небезопасно. пожарный проезд у нас висит табличка, что это пожарный проезд второй, потому что по правилам пожарной безопасности должно быть 2 въезда на территорию для тушения пожара. Поэтому после наших всех жалоб вот это все было сдвинуто, но ГБР так остался в настоящее время. Схитрить решили. Ну, чтобы, если мы сейчас что, по потому этому что поводу- предупреждение им выносилось, и мы обращались на эту тему неоднократно в Аргозиной, собственно, вот этому. Это ваш автомобиль? Да. А, даже так, это очень интересно. А кто вас попросил вообще сюда его поставить? Начальник. Какой? Не, начальник какой? Охрана. Охрана, какой охраны? Вы от ЧОПа работаете? Да, а А что за ЧОП? Вот, белый медведь. Белый медведь работаете. А вот с каким предпринимателем заключен договор, не в курсе? Кто вообще вот ваш наниматель? Кому услуги оказываете по охране? И что вы охраняете Ну, чтобы не заезжали это самое. на территорию? На территорию, да. Здесь вот стоит машина, чтобы не заезжали на территорию, правильно понимаю? Да, Не заезжали. да, Распоряжение вашего руководства. да. Правильно. Вы понимаете, что это незаконно препятствовать? А мы же дежурим это самое. Если что такое, мы ж машину отогнали. Не, ну подождите, вот что такое? Здесь, допустим, должен быть проезд свободный, обеспечен, правильно? Вы Ну, сейчас он и есть. Нет, почему? Вы же поставили транспортное средство сознательно для того, чтобы ограничить въезд-проезд, правильно? Ну, тут нельзя заезжать. Они Это эти, кому? Кто определил? ну, фуры. Начальник. Фура, да. при чем здесь фура? Они ж ездят, а платить не платят. Это сделано, чтобы там проезжали и платили, Да, правильно? да. То есть здесь ограничили Да. проезд, чтобы там проезжали через 100 КПП и там платили деньги эти автомобили, фуры Да. там, неважно, да? Да. Угу. Вы прям, знаете, сдали с потрохами ваше руководство. Ну, прям молодец. Вот это вы находка для шпиона. Да. Спасибо вам большое за такие откровения. Очень надеемся, что у вас сложится дальше, все будет хорошо. Но транспортное средство необходимо убрать. Сообщите вашему руководству, что здесь пресса, журналисты, сейчас приедет полиция, чтобы вам просто не пострадать. Уберите просто транспортное средство и предупредите руководство, что ставить так транспортное средство нельзя. Так что доложите, уберите, а мы пока ожидаем, потому что ждем сотрудников полиции. Договорились? Договорились? Все, ждем. Вы за ключами? Вы же вот эту машину отогнать сейчас будете, правильно? А у меня аккумулятор сел. Так, ну а как вы сюда поставили? Она здесь все время стоит вообще? Ну, сколько дежурим, все время стоит. Все время стоит, вы ее охраняете. Так вы говорите, если что, понадобится вдруг отъехать. Ну, Как вы тогда сможете быстро отреагировать? Вот не дай бог сейчас какая-то ситуация возникнет, а вы говорите, возможности такой нет сейчас отогнать. Вы понимаете, что вы сейчас подвергаете опасности других людей, которые находятся на этой территории, которым, если в случае чего, придется эвакуироваться быстро. Сейчас отгоним. Давайте, занимайтесь, решайте эти вопросы. Получается? Сейчас. Руководству сообщили? Нет. Не стали сообщать? Потом претензий вам не будет предъявлять, что не стали сообщать? Не будет. Не будут? Может, будет. Тут каждый сам себе руководство, да? Ну, как это? Ну, видите, вы какое решение правильно приняли. Самовольно, но правильно. Да я сел аккумулятор, я заряжать. Хотел взять, зарядить. Сейчас. Алло. Здравствуйте. Вы являетесь руководителем вот этого места, где взимают денежные средства, правильно понимаю? Вы. Представьтесь, пожалуйста. Средства массовой информации, пятая власть. Вот есть соответствующий документ. Не документ, а что тогда документ? Документ, паспорт ваш. Паспорт мой? Вам для подтверждения моей личности, правильно? Давайте, отойдем, я вам предоставлю. Здесь пока все находится, не находится. Я согласен с вами. Вы подкованы, я так понял, да? Так вот, у нас есть соответствующий документ, который говорит о том, что здесь незаконно... Николай Леонидович, предоставьте, пожалуйста, документ. Как вас зовут? Макаров Николай Валерьевич. Отлично. Возьми телефон, снимай. Пожалуйста, разрешайте на съемку.
Данный участок предназначен совершенно для других целей. Более того, ну давайте, вы хотите что-то сказать? Я почитаю. Давайте прочитайте, потом... А давайте уберем машину. А? Давайте уберем машину. А мы сотрудников полиции ожидаем. Хорошо, мы будем ожидать. Уберите машину. Мы сотрудников полиции ожидаем. Хорошо, но хулиганить давайте не будем. Кто хулиганит? Вот вы хулигане. Почему? Потому что поставили машину, преградили проезд. Он не может просто оттуда поехать. Почему? Ну, видимо, технические проблемы какие-то. Давайте столкнем его. Кого? Автомобиль? Да. Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Мы его будем ожидать. Вы лучше прочитайте ответ, Я который вам прочитаю, я предоставили. ее знаю. И с вами что вы знаете? Этот ответ. Я прочитаю. Алло. Да, на месте тут вот журналист Серов Вадим Юрьевич, пятая власть, аффилированное лицо юристов, которые представляют ООО «Альф». Правильно? Вы же от них работаете? Да, они, я пробил их уже давно. Да, я на месте. Да, я на месте. Хорошо. Так, изучите ответы и дайте тогда комментарий по поводу этого ответа. Давайте уберем. Вы сами попросили. Не, я... Осуществляйте видеосъемку. Осуществляйте Давайте видеосъемку, уберем мы не машину. против. Давайте уберем машину. Начнем работать, и я вам все объясню. Мы с вами... Сейчас придут сюда сотрудники полиции. Хорошо, я не против. Давайте уберем машину. Понимаете, вы хулиганите. Кто хулиганит? Вы хулиганите, поставили на машину. Что вы взяли? Потому что вы поставили сюда машину. Я ничего сюда не ставил. Ну а кто ее поставил? Автомобиль поломан. Оплата взимается незаконно. Верно? Кто вам сказал? Прочитайте ответ. У нас есть суд, который решает, законно Есть это. еще административные правонарушения, еще уголовный кодекс, верно? Это не вам решать. Как не нам решать? Потому Сотрудника что- полиции, мы для этого Вот и вызвали. правильно. Знаете, что это Но называется? пусть они приедут. Вам знакомо понятие самоуправства? Вот пусть они приедут. Вот они и приедут, Вот пусть они зафиксируют. Это потерпевшее Да. лицо, Где? которое оплатил вам за Где? проезд. Ну, Водитель, ну. который заплатил вам 200 рублей. Хорошо. сколько? Вот он будет Хорошо. писать заявление. Он чек получил? Ну. Это доказательство Это того, что он доказательство. отдал деньги. Правильно. Доказательство Правильно. чего? Вашего самоуправства, верно? Нет, самоуправства А чего? нет. Почему нет? Это факт, то, что он заплатил за проезд по участку. Правильно? Верно. А ваши действия являются самоуправством. Кто вам сказал? Я вам говорю, исходя из ответа. Это лично сугубо ваше мнение, понимаете? Исходя из ответа. Да ответ кем подписан? Кем? Прочитайте. Ну, кем? Ознакомьтесь с ним. Да я его знаю, вы же мне писали про него. Ну что вы? Где печать? Это Филькина грамота. Даже так. А как вы хотели? Вот мы поэтому ожидаем здесь сотрудников Да полиции, чтобы это не была пожалуйста. Филькина грамота. Да И вам пожалуйста. скажут, где Филькина, а где не Хорошо, Филькина. я согласен. Вы здесь ожидаете? Давайте, да я здесь никуда не уезжаю. Всё, Давайте мы ждем уберем. сотрудников полиции. Давайте уберем автомобиль. Смотрите, он сейчас поломан. Мы ожидаем сотрудников полиции. О, мы здесь собираемся Так. использовать земельный участок по назначению. Собираетесь Да. или используете? Собираемся использовать. А сейчас не по назначению используете. В смысле не по Ну, назначению? вы сказали, собираетесь. Значит, Вы, сейчас вы же знаете, что... используете не по назначению. Правильно понимаю? Нет. А вы знаете, что сейчас идет судебные действия по этому участку? Что? И что это значит? Что? Что должно для Ну меня это вам, значить? это должно значить, что ООО «Альф» должно вам предоставить все документы, правильно? Поэтому Мне ООО «Альф» должны предоставить кто? документы. А Зачем? кто? Как зачем? Вопрос к вам по поводу незаконного Ко мне. взимания денежных средств. Вы Ко говорите, мне. собираетесь использовать по назначению. В чем? В чем? Сейчас вы В незаконно чем? используете. Почему? Но вы говорите, собираетесь законно использовать по назначению. По назначению. Так, а сейчас вы не по По назначению. назначению. Так, почему вы собираетесь? Или все-таки вы используете? Потому что уже? надо снести вот эти павильоны. А кому они принадлежат? Я понятия не имею. ООО «Альф». Так. Ну. А проезд кто взимает здесь? За проезд Я деньги. плачу за эту землю аренду. Кому вы платите аренду? Администрации. Администрации? Да. У вас напрямую договор с администрацией? У меня субаренда договор. Субаренда? Субаренда. А он предусмотрен такой договор? Да. Предусмотрен? Да. А вы могли бы предоставить эти документы? Вот сейчас полиция Или приедет. у вас доверительное управление договор? Вот сейчас полиция приедет. Что у вас? Вот сейчас У вас полиция. доверительное управление или субаренда? Субаренда. Субаренда. Я понял. Сейчас сотрудники полиции приедут. Вот, Это правильно. первый момент. Ну, Второй а момент второй? не по назначению использования. Кто вам сказал? Администрация. Земельных отношений департамент. В отличие от Что действия- здесь написано? Так вы прочитайте. Ну, почему? Ну, Я это здесь, вот вопрос. я здесь буду выращивать сельскохозяйственную культуру. Заказали парники. Но ООО «Альф» мешает мне. Понимаете? мешает? Нет. Вы шлагбаум поставили или они поставили шлагбаум? А при чем тут шлагбаум? Да при том, что при вы чем? мешаете проезду. Я проезд не мешаю. Подождите, ваш шлагбаум? Мой. Так, а кто мешает И тогда? земля чья? Не ваша. А чья? Администрации. А вот субаренде у кого?
Субаренды вообще договора у вас нету, насколько мне известно. У вас есть Откуда вам знать? управление Кто договора. вам такое сказал? У меня такая информация. А у меня другая. Хорошо, вот для этого мы вызвали сотрудника полиции. Мы Ну, опять приходим к тому, что мы не просто так здесь находимся. Мы ждем сотрудников Уберите полиции. автомобиль, и потом будем разговаривать с Я еще сотрудниками раз вам полиции. сказал, сотрудники полиции приедут, И что? вот тогда разберемся. И если А вы тогда- законно действуете, в чем есть тогда... сомнения 100%. Нет, бумага тогда это вот будет подтверждает. вопрос к вот этому человеку, и будут большие вопросы к вам. Хорошо, я с удовольствием Потому всегда что готов ответить на любой Я вопрос. правильно вас понял, да. Вот и все. Я очень сомневаюсь, Главное, что... не нервничать. Я вообще не нервничаю, и никогда не нервничаю. Поэтому, смотрите, Моих мы нервов здесь вы не находимся видите, понимаете? И будем Нет. находиться до победного. Да пока вся находитесь, ситуация пожалуйста. не разрешится. Я же знаю, откуда вы. Поэтому откуда Сколько вы? вам заплатили? Смотрите, я вам покажу Вы адрес, откуда мы. аффилированное, Видите, вот здесь вот адрес. аффилированное 5 лицо. Вот мы отсюда. Кто? Ваш руководитель. Ваш руководитель наш? Да. Посмотрите, кто здесь Что? написан руководитель. Прочитайте. Главный Кто? редактор кто? Причем тут редактор? Кто вам деньги платит? Кто учредитель? Я Кто сам вам себе деньги? деньги плачу. Я и учредитель. Ох, Росмех. господи, сейчас мы узнаем. Надо, нужно зайти в этот в Роскомнадзор и посмотреть. кто Найдем, да. Вот скажи мне, а вот пятая власть, аффилированное лицо, кем она? Вот эта юридическая компания, о которой ты говорил. Красиво, ну кучу. Не. Говорите. Общественный деятель. Да. Что-то там интересное? Да, конечно, в курсе Вы же про вас. хотите... А, в курсе? Да. Хорошего, плохого? Неважно. Ну, вы же подошли, спросили. Ну, я почему? бы Сказали, а, говорите, подкупное ИП. лицо, вот что. Чего? Подкупное. Подкупный? Да. Это как? Ну как? Взяточник. Да? Да? Коррупционер? Стопудово. Понял, конечно. Вы это хотели подать? Не нервничай. Я? Да. Вы мои слова, не нужно мне тут передергивать. Ох, смотрите. Мы разговариваем на одном языке, на русском. Это не ваши слова. Ну, вот а чего Но так? только вы подошли сказать «аск», ну скажите ИП. Я вам сказал Почему уже. вы подошли? Алло. Я думал, что это конструктивное будет. Ну, это Серов он и есть. Вот, с камеры ходит со мной. Слушай, смотри сюда. Они мне предоставили бумагу. Вот. Сейчас я тебе сфоткаю. Вот. Она правильно? Вот новая бумага, видимо, он говорит, что знаком, а сейчас говорит, вот видите, предоставили новую бумагу. Вот мне кажется, что-то пошло не так, абсолютно. Пятая власть к администрации городского округа. Ранее в адрес управления имуществом земельных отношений поступило обращение ОАГ по вопросу проведения проверки по факту нецелевого использования земельного участка кадастрового номера, расположенного по адресу Воронеж, город Кировский. К нам обратились предприниматели, которые работают у нас на площадке, что их машины, с их машин незаконно взимают деньги. То, что... Те граждане, где вот этот будка. Да. То есть вы вообще в курсе этой ситуации, я так понимаю, да? Да. Я даже и шлагбаум они опускали, на машину мне... То есть конфликты уже были, да? Были, конечно. А вы, когда вот приезжали, вот ничего не усматривали, никакие состав административного правонарушения, как минимум, в действиях ИП Макарова? Ничего не усматривали? Которые подведомственные именно Сотрудника мне полиции? нет. А скажите, вот сейчас, исходя из ответа, усматриваете? Я еще до конца. Понял. Ну, потом обязательно скажите все. Пойдем к сотруднику полиции, где? А где? А зачем он туда? Так он здесь уже. Ну где? Пойдемте. Вот он. Вот смотрите, вот ИП Макаров. Каждый день хочешь цену Вот ИП Макаров, тот, кто берет бабки. Ты кто такой? Цену поднимаешь. Каждый день. Люди трудящиеся. Дайте. Хорошо. Николай, правильно? Обнаглели. Я так понимаю, хорошо, да? Так я и ту сторону знаю. Всех Не знаете. первый раз. Я сейчас барон. Сейчас. Я сейчас ключи возьму. Пресечь. Да, пойдем. Ну только смотрите, мы же за жизнь здоровье переживаем, товарищ полицейского. Аккуратней там. Прошу идти. Сегодня не работаете? Вы сами баран. Почему так рассчитали? Баран ты сам. Сразу Я не баран. вызываешь так. Понял? Ты так говоришь. Я один толпу сразу сюда приехал. Почему? Мне В смысле не понял? Мужик, Ты смысл не понял? Ты смысл не понял разговора? сам решать. Подожди, ты смысл почему разговора не Мы понял. работаем. Мы Почему ты? работаем. Что, умеешь? Поверьте, сюда не скажи вот туда.
Вы сами решаете. Зачем мне Вы к руководству имеете отношение? Нет, я не имею руководства отношения. Понял, то есть с вами нельзя ни о чем поговорить. Я с Вы вами не свою буду мать- говорить, потому Я что понял. вы проплачены. Я прекрасно знаю, кто вы, что вы и откуда вы. Прекрасно знаю. Вы пятая власть. Я, Средства массовой слушай, я информации. про вас могу рассказать больше, чем вы о себе знаете. Даже так? Да. Поэтому Я бы послушал. деньги получили. Я бы послушал. Вот смотрите. Вот он мой участок, который у меня в Субарин. Да? Вот здесь территория ООО «Алис», да? Вот так, да? Вот здесь еще территория, так? Ну, я, честно говоря, вы рисуете, я понятия Ну, не я имею. образно. Ну, вы не образно вы рисуете. Ну, ну вот, вот он, участок мой. Я могу. Вы же не придумываете. Я не придумал. Ну вот, все на листе, правильно? Так. Вот здесь выезд. ООО «Алис». Так. Так? Я понятия не имею. Я вам говорю. Можете Ну, проверить. ладно, это с ваших слов, мы сейчас вас слушаем. А вы можете Да, проверить. да, мы просто Вот. слушаем вас. Вы что же рассказывали, что я там преступник? А, ну, это... Ну, как бы вера-то вам какая сейчас? Так же, как и вам. Вот. Вот здесь раз. Так вы мне и сейчас рассказываете. Два. Вы можете это проверять. Здесь, да? Вот Так. два выезда, да? Этот участок у меня в Субарине. Ко мне какие претензии? Что я незаконно делаю? Так вам же бумажку показали. А там что? Я здесь собираюсь ставить теплицы. Послушайте, вы сейчас какую деятельность здесь осуществляете? Я... Предпринимательскую. Да. Какую именно? Какую именно? Да. Хочу поставить Нет, теплицы. сейчас вы какую осуществляете? Я про сейчас говорю. Я беру деньги за использование моего земельного участка. Так, за Да. проезд, правильно? Не, за использование. За использование вашего Использование, земельного да. участка, да? Да. Так. Ну, По какому назначению этот участок? сельхоз. Так, здесь сельскохозяйственно как-то используют его? Я хочу здесь теплицы поставить, а мне не Подождите, дают. я про сейчас говорю. Сейчас Так идет. сейчас люди приезжают здесь, что они здесь? Они Спахивать поле приехали? Они используют мой земельный участок. Так, но вы его не по назначению, получается, Почему? используете? Почему? Ну, что должно быть здесь, на этом участке? Я заказал теплицы. Так, Буду выращивать лук. так, это вы говорите о будущем. Почему? Про сейчас мы говорим. Про сейчас? Сейчас-то этого нет. А я заказал. Подожди, ну про сейчас мы же говорим. А земля-то используется Чем? автомобилями? Так, это по назначению, у вас плата за проезд. У меня не за проезд. А за что? За использование. Использование, еще Да, раз. Использование. Но это же не по назначению. Почему? Ну а как используется данный участок? Посмотрите. Проезд, правильно? Стоп. Сельскохозяйственное назначение. Стоп. Вот смотрите. Поле, да? Так, Поле. Идет газопровод. так, Да? так. Фермер берет плату с Газпрома. Давайте вы здесь Стоп. рассказываете. Не, ну погоди. Вы не собственник этого Вы участка. меня не Я субарендатор. Я еще, подождите. Я субарендатор. Вы субарендатор. У вас Да. договор субаренды есть, Есть. правильно? Да. Вы сотруднику полиции показывали. А нам покажете? Нет. А почему? А кто вы? Подожди, ну вы мне сейчас рассказываете, Я вы свою позицию рассказываю. пытаетесь. Я не объяснить. хочу ничего объяснять. А Я зачем про- тогда вообще я вот вам это как- говорите? А зачем-то Если сказали А, вы говорите Б. Зачем вы сюда пришли? Подождите. Меня обвинить в чем-то или что? Вам задаем вопрос. А кто вы такой, чтобы мне задавать вопрос? Так вы зачем тогда рисуете? Ну, потому что вы хотя бы Так поняли вы меня. Вот, чтобы понять вас, нужна полная картина. Какая? Я вам говорю. Предоставьте тогда, Да у меня- так как вы взимаете За- деньги, я договор не вз- субаренды. Ну, За вот этот проезд, за пользование, как вы говорите. Предоставьте договор. Так, ну можно просто... Какой там договор? Можно почитать. Договор субаренды земельного участка, номер 328 2023 от 28 марта 23 года. А с ним можно знакомиться, почитать его? Я же с ним ничего не... Можно? он есть? Подождите, там мало ли какой вы мне договор показали. Можно посмотреть его, почитать? Нет. Ну вот вы на Официально? полшишечки, как Нет. говорится, сказали, а вы не хотите Официально. говорить. Вы же позицию хотите донести. Официально сделайте запрос, и я вам официально отвечу. Так я официально сейчас сделаю запрос. Письменно. А, уса нельзя. Только письменно. Есть конфликт какой-то? Нет. А что у вас так много? Потому что Проблем есть. А вдруг драка есть? Помните, мы все Сразу люди. позвоним. Разных Не переживай. национальностей, но все люди. Да, Не надо никаких драк. граждан России. Так я же говорю. Кого убьют, того похороним, да, кого нет, тогда то Мы посадим. но тем не менее, да, не надо никаких конфликтов, тем более на этой почве. да? Просто мы готовы как-то разговор. 5-6 таких человек приходит, Вы пройдете со мной до администрации? Ну, отъедем. Вы починились, все?
Вы можете куда-то отъехать, чтобы запарковаться и чтобы со мной дойти? Хорошо, я вас уже... Как вас зовут? Меня тоже Сергей, я вас не знаю. Препятствуйте. Взимание денег? Да. В настоящий момент нет. Почему? Потому Но вы же что понимаете, это я- самоуправство. Нет, я не понимаю, Это не что самоуправство. Я в настоящий момент не готов ответить, самоуправство это или нет однозначно. Мне для этого нужно сначала собрать материал, со всем ознакомиться. Так. У них, возможно, вообще просто гражданско-правовые отношения, понимаете? Нет. У них судебные тяжбы сейчас. Это то, что судебные тяжбы, это причем здесь судебные тяжбы. Они какое отношение сейчас имеют к тому, что сейчас конкретно здесь происходит? Они взимают... Тот договор, который они предоставили, участок находится в субаренде. Так. Земельный участок. Они взимают плату за пользование этого участка, за проезд по этому участку. То есть вы считаете, что законно Имеют они ли все они делают? это с точки зрения гражданского права, я не знаю. А вот то, что документ, который вам предоставили Который с вы администрации предоставили, земельных с отношений. администрации ответ. Да. Там ничего такого не написано. Вы сами Ничего читали. такого? Нет, там написано только, что в Арбузиной выписано предупреждение по департамента назначению, что использован что она участок. использует землю не по назначению. Да. Там не написано по поводу проезда она использует. Ну, чего-то понятное еще. дело, там же не написано, это очевидно. Ну. Но использование не по назначению, правильно понимаю? Там так и написано. Там написано, что Да. ей выписано Предостережение. предостережение. По 8.8, не по назначению Да, использования потому земельного участка. Там не написано, А что что она если- совершила 8,8 по АПРФ. Там Ну. написано, что ей выписано предупреждение. Предостережение. Но такого вообще да. нету. Ну, Соответственно, я должен тоже быть так составлен думаю. материал по 8.8. Скорее всего. А кто составляет такой материал? Ой, я сейчас не сотрудники готов полиции? ответить, надо посмотреть. Пока, Но вы не не мы составляете точно. по 8.8? По 8.8 навряд ли. Протокол не собираете материал. Мне кажется, Материал по- мы вообще по любому поводу собираем. Вот. Другой вопрос. А по 8.8 вы Если мы сейчас- привлекаем, то будем мы привлекать. Если нет, то мы направим в Да, соответствующую ну это в службу арбитраж, этот скорее всего, я материал. не знаю, кто там. Но Но я сейчас не то, готов что- ответить. Да, это гражданско-правовые отношения, мы сейчас не касаемся. Мы всё с точки зрения кодекса административных правонарушений сейчас с этой стороны Так, а рассуждаем. вы с этой стороны. С этой стороны. Так вот, у меня, соответственно, возникает вот этот вот самый главный вопрос. Да. По 8.8 составляете административный материал? Здесь же предусматривает. Я точно вам сейчас не могу сказать. Там очень много статей в Кодексе административного правонарушения. А то, что По-моему, вот этот нет. вот Это пожарный что-то с землей выезд связано. считается, они его здесь Пожарный выезд я направлял. перекрывают. Это не вот. пожарный выезд, это Ну вот проезд. так, И тут да, два, вот три считается. проезда. А второй вот там вот не вы перекрываете? Второй у меня уже был материал, я направлял. Так, а там в машина пожарную до сих пор службу. стоит. Этот Там пожарный пожарная проезд, он не туда выезжает. санкционированный. Он Что нигде это не нанесет, санкционированный? его нигде Можно нет. я водителя И пойду эта прошу? организация не оформляет сервитут. Можно все-таки вот узнать, вы кем являетесь? Неважно, кем Вы я же в общении Не с важно. вами имеете. Я представился, известно кто. Мне хотелось бы тоже знать, с кем я общаюсь. Какое отношение вы здесь имеете к этому ко всему? Неважно, какое я имею. Ну, почему я неважно? имею отношение к этой организации, не к этой. Составляет протокол Вот сотрудничества. здесь я какая имею, организация. да. Так. К ним Ну имею так вот отношение. мне нужно понять вообще, хотя бы, ну, представьте. Я- Меня Вадим зовут. Я представитель арендатора, который арендовал здесь склады. Так. И который был просто отсюда выкинут. Даже так. Да, даже так. То есть у вас местные какие-то здесь разборки? я так Нет, понимаю? разборок у нас Нет? нет. Никаких разборок у нас нет, у нас все решается в суде. А то, что вы сюда пришли, для чего пришли, Нам всем все обратились понятно. местные предприниматели. Да, Видели, какое местные количество предприниматели. здесь вышло? Это количество, да, это большинство, зеваки тут. Количество Зеваки? вышло. Я их всех знаю поименно. Каждого. Вы посмотрите Да. потом наш сюжет и посмотрите, что Хорошо. зеваки эти говорят. Хорошо. Хорошо? Мои дальнейшие Да, да, действия будем рассматривать материал. Вы вот предварительно усматриваете признаки административного правопорушения? Пока нет. Состав? Пока не нет. усматриваете. В связи с тем, что договор субаренды вам предоставлен. И да. В связи с этим. Да. Сейчас, вот на данный момент, они имеют право взыскивать, точнее, брать денежные средства за проезд. Правильно? В настоящий момент, Да. ну, я в этом не могу им преградить, потому что я не уверен, что они незаконно это делают. Скажите, а вот там вот проезд, который еще один имеется, его закрыли? По поводу машину? пожарного проезда, Да. понимаете, я не Но это могу же не этих безопасно. документов, А вы является ли это. осмотр? Да. Осмотр. По поводу того проезда, это Да. уже были материалы, они направлены приезжали с пожарной Так они предписание, что надо устранить это все дело. Все правильно. Как, а как устранить? Там на месте сейчас находится охранник. Возможно, который- они выписывали предписание, я не знаю. Они Ну а не как сотрудник сообщали полиции, по вы сейчас вот данному там на месте человек, который может убрать факту. Я не транспортное средство. определяю, пожарный это проезд или и не пожарный. Так он перекрыт Это проезд. Ну и что? Я не Проезд. определяю, пожарный это проезд или не пожарный. А он в соответствии с Должен правилами быть дорожного открыт движения, он или там нет. находится. Я вам тоже транспортное не могу средство. сказать, так как я не сотрудник ГАИ. Тогда, наверное, вызовите сотрудников дорожно-патрульной службы сюда. Я сейчас передам в Хорошо, дежурную часть, передайте. да. А бесплатный проезд? Бесплатно проезжает. А сегодня деньги не берете?
Бесплатно, сегодня бесплатный проезд проезжает. А сегодня праздник. Бесплатно проезжает. Бесплатный проезд. Странно, почему не бабки не берут? А почему вы деньги не берете? Почему деньги не берете? Пробку разгоняет. А, вон ну что. Я понял. Мне кажется, завершается наше мероприятие. Ну, есть такое ощущение. Хотя у нас есть вопросы по пожарному выезду. Мы в любом случае сейчас попытаемся дозвониться в ГИБДД, оставить соответствующее обращение, чтобы приехали на место. Я думаю, кто-то ко мне, человек подходит с ножом. Ну, это была шутка, понятное дело. В общем, активно подходит, да, хочет что-то сделать. Кстати, я посматривал, потому что сам понимаешь, какая тема. Такая, может, первым в бочину прилететь, да. Я всегда краем глаза смотрел. Но, сами понимаете, времени спокойно у нас сегодня. Тем более, ну, и ситуацию видели, какая обостренная достаточно. В общем, деньги не берут. Почему? Ну, как бы, я думаю, если бы им было бы все по закону, наверное, они деньги бы брали. Но почему-то сейчас не берут. И вернусь опять к нашим другим барашкам, да, это вот автомобиль, который стоит на пожарном проезде, он тоже стоит там незаконно, препятствует, ну, вы сами слышали, что сказал товарищ охранник, находка для шпиона. В общем, мы держим эту ситуацию на контроле и в любом случае добьемся справедливого решения, итога. Все как полагается, все как в наших традициях. А это свой, А это свой, да? А вот сейчас вот не свой, вот давайте вот моего. Бесплатный проезд! А так каждый день будет, скажите? Или только сейчас? Без понятия, вон вопросы к ним задавали. Понял. Отлично. Но мы задавали вопросы, нам на них не хотят отвечать. А проезд бесплатный, может проезжать. Сегодня так. Спасибо пятой власти. Да-да, закидывай. Следующий. Вот сколько они денег теряют, прикинь? Каждая машина стоит 200 рублей сколько? Ну вон, ребята стоят на охране, они говорят бесплатно сегодня. Пятой власти, средства массовой информации, можете сказать спасибо. Вот не паста. Ну вот так вот, праздники продолжаются. Спасибо. Теперь спокойно, может быть, все-таки поясните за тему вот эту вот про то, что я к уголовной ответственности там привлечен, оказывается. Вы знаете, что меня обвиняли в тяжком преступлении? Все в письменном виде. Теперь вам нечего сказать. Вы сплетник. Вот и все. Акция сегодня. Нам сегодня деньги не нужны. Все, сегодня бесплатно. О, сейчас. Это. Денежку прячь, денежка не нужна. Сказали, сегодня бесплатный проезд. Вот хозяин, как говорится, вот это вот. Спасибо ему. Большое вам спасибо. Все, до свидания, удачи вам. Мне зачем это нужно? Как ты думаешь? Я вот не пойму. Ну как ты думаешь, зачем? Ты знаешь моя деятельность? Я знаю. Ну тогда вопрос, наверное, очевидно, ответ точнее. Нет, смотри, я же тебе сейчас написал, вот реально написал. Вот если ты докажешь, что я не прав, Так. я прям сворачиваюсь и ухожу. Вот честно. Вот когда мы в следующий раз, когда мы сюда приедем, Да. я думаю, мы как раз вот тебе это докажем, и ты свернешься и уйдешь, правильно понял? Я думаю, Да? что этого не будет. Но сейчас ты уже сомневался. Нет, ни Ну в коем то, что вот случае. было, ты, Нет, я нет, думаю, нет. Вот смотри. я уверен, что Я этого вот- не будет. ну, тут образ, Или ну, я думаю, что не нет. будет. Зачем это делать? Вот смотри. У меня есть дача, да? Так. Не работает. Ну ты молодец, все правильно. Есть дача, да? Да нет, да я не, Да нет, даже ну- на видео, если будут снимать, да, я только всегда за. Пиши, я не против. Вот, видишь, Я человек публичный, да не, мне это да вообще мне без тоже разницы. все равно. Я Пишет, боюсь, не потому пишет. что когда я прав, а не Ну значит. почему тогда деньги не взимаете сейчас? Сейчас, Бесплатно все. смотри, Сколько денег потеряли? у меня есть дача, да? Забор, так? Другая дача. Вот я сейчас соседу говорю, я буду ездить через твой огород. Он говорит, а почему? Потому что я хочу. То же самое здесь. У них есть там выезд. Почему они там не уезжают, не делают самое? Вот это вот здание, вот это стоят на моей территории.
идет сейчас... У вас есть сейчас какие-то споры гражданско-правовые? Есть. В судах, которые идут? Да, я могу тебе дело Правильно. сказать. Можешь посмотреть. Послушай, вот меня это дело конкретно интересует. Вот есть объясняю, ты же попросил ответить. Вот есть предприниматели, которые здесь все стояли, их большое количество, которые против того, что вы берете с них деньги. Неправильно, слушай, нет. Они не против того, что они против... не против, да? Нет. То есть я ошибся. Я тебе сейчас расскажу. Ты вот составил картинку свою, да? Я ее понял. Типа они против, чтобы я с них брал деньги, да? А я говорю, что они не против, чтобы я брал с них. Они против того, чтобы им перестали повышать арендную плату. Они берут. Так за аренду сейчас никто даже слова не сказал. Они только сейчас сказали. Надо просто подойти, послушать народ. Нет, подожди, мы подходили, когда все собрались люди. Ты Записывали коммент. В самом начале даже здесь люди собрались. Все про проезд только. Ну подожди, не к тем. Сейчас давайте вот к этим не подойдем. Будем, ни к кому не будем. Я тебе... Есть всегда там кто-то кому-то где-то какие-то там моменты. Давай вот, но если мы в будем общем подходить... берем то, что проблема какая есть. Какая? Я объясняю, какая. Давай будем подходить к каждому прям в этот склад. Тут 150 складов. Так. А здесь всего было 20-30 человек. Кого? Значит, они двумя проблемами недовольны. Поднимают арендную плату и еще Они деньги за недовольны. проезд берут, Нет, правильно они, понимаю? Они против того, что их заставляют платить за все. Понимаешь? За все. И ты еще решил Почему? оплатите Да. за проезд. Нет. У вас аренда и так непосильная. Платите еще Вот за так, проезд. вот что-то вот Допил. так, Но не так, что ли? Да нет. Раньше не платили. Нет. Они что? Я понятия не имею. Ну вот я объясняю. Как открытие было, с тех пор они платят. Вон там же Они платили всегда, да? Всегда платили. Сейчас просто поменялся, кому платили, правильно я понимаю? Да. Поменялся. Нет, смотри, а земли сейчас сельскохозяйственного значения Можно я объясню? можно так делать, Можно да? объясню? Можно объясню? Вот эта земля была здесь, так? За нее платится аренда. Так. Вот за эту землю. Ну вот этот Варгузина кто? Да. Так, ага. За нее платится и платилась аренда. Так. Алик, было предложено взять эту землю себе в субаренду. Они отказались. А зачем, если они могли бы с администрацией заключить Зачем? договор Зачем им напрямую? Ну заключи, либо они, ну так как договор-то уже заключен с Варгузиным, как они перепрыгнут? Мне кажется, ситуация следующая. Вынуждают таким образом все это сделать. И есть определенная взаимосвязь коррупционная вот того, кто здесь арендует землю, с этими, как их называют, с как вот это называется? Росимущество. Есть с администрацией какой-то сговор определенный, у меня такое ощущение. Почему? Потому что, почему бы не сдать эту землю, и вот это, хотя бы вот этот вот кусок, чтобы спокойно, нормально осуществляли предпринимательскую деятельность здесь на месте предпринимателя. В чем проблема-то? Но здесь сделали бизнес по-русски. Нет, Вот этот вот кусочек, вот участочек, ты- давай вот- вот арендую и Нет, будешь ты приезжать опять платить мне. уходишь Нет, прямо почему? вот сюда. Почему никуда не ушел? Нет, Я ты все, вот- я все ты на вот- одной теме. Ты вот прям вот в Это эту ты пытаешься сторону. меня увести? Нет, Нет, абсолютно так, не абсолютно. Я говорю, вот сейчас было судебное заседание, да? Так. И Но они это вот про чинить прыгали. препятствия, про сервитуд вот эту тему, Да. правильно? Так, ну это понятно, гражданско-правовые Ну отношения. все, его отклонили. Ладно, да? Ты говоришь коррупционно. Почему коррупционно? Ведь рынок существует с 2011 года, и я его строю. Так. Вот этот рынок. Так. Вот эти люди, они меня кинули. Какие? Игорь Борисович и Юсиев. У вас тут это с вами получается у них какие-то недопонимания Нет, финансового нет, я характера? просто говорю, что вот так оно И было. Вот, теперь картинка сходится. Получается, у вас конфликт, так как Да у у вас меня руководство, нет. вы только сами сказали. А я- И решили Да таким нет, образом нет. сделать такую Если подлянку, был бы взять конфликт, субаренду. Если был бы конфликт, Теперь все это сходится. все. Нет, ты Ну сложил конфликт пазл. вы только что сказали. Не, я просто сказал, какие они люди и что они сделают. Ну у вас конфликт сложился Да с нет ними? у меня с ними сейчас уже Ну, никакого. нет, сейчас, понятно, Это вы уже было- красиво себе все сделали, Почему? чтобы это отомстить. было в 2011 году. Ты можешь... Не, я ну- писал заявление в милицию. Правильно я понял? Все. Вы раньше были как в одной бряшке, Не вы было, поругались. не было. А значит, на почве чего поругались? Я с ними не ругался. Ну вы только что сказали, Они что меня вас наняли, кинули. Они меня наняли, чтобы я сделал это. Вот Да. это вот сделал. А кинули-то в чем выражается? Денег Как они не кинули? отдали. То есть у вас вопрос финансовый. Я говорю, у вас конфликт. Они Да деньги нет не уже отдали. конфликта. Ну был на тот момент. На тот момент был. Да. Я уже забыл про А это. месть сладка. Спустя много лет у вас появилась возможность это отомстить. А чем Ну, к этому же мы все приведем. А чем я отомстил? Вот чем Ну я а отомстил? как это раз не отомстить? А как? Я плачу. А Давай вы посчитаем. нагнетаете Не, обстановку. Если у них аренда дорогая,
вы дополнительно создаете вот, им еще, вы же сами говорите, правильно? Сосуд Вот давай, людей. давай. И получается, Покруче. вы дополнительно создаете нагрузку финансовую, правильно? Соответственно, Почему- создаете там атмосферу почему такую, я, чтобы а люди не они? возмущались, А правильно? почему я, а не они? У меня проезд стоит 50 рублей. Ну вы нашли способ отомстить, вот что Нет, вся да при чем фишка. тут такая Ну так же, да. глупость? Зачем мне, как я им могу Ну отомстить? вот своими словами именно так У- все объяснили. У них, я тебе рассказал суть, как это дело было. Ну я так и понял. Но у них административная сила, у них финансовая сила. У меня нету. У меня этого нету. Понимаешь? Я не могу ни тебе заплатить, ни юристу, ни журналистам, ни юристам, никому. Ну как не можете, у вас такой доход? Какой доход? В день сколько у вас доход? День Да. 40 тысяч. По 40 кассе. тысяч в день по кассе. Блин, а сколько ты думал, по 50 рублей собирать? Умножь на 30 дней. Ну и сколько? Сколько Ну, выходит? 1,2 миллиона. 1 200 000, а расходы какие у вас? 800 тысяч в месяц я плачу аренду. За аренду? Да. Но это вот просто как бы она такая Как это нарисована, просто? да? Почему нарисовано? Нет? Я плачу. За 800 Плюс тысяч. зарплату я должен заплатить, охране И должен 0 заплатить. получается. Ну, 0 не получается. Ну, сколько? 50 ну, не тысяч столько. заработали. Ну, не Вот смешно, да? Да ну, это все смешно. Нет, Но это ж- не смешно. Это черный нал. Где Вы же- нал? Кому-то чеки не нужны. Как? Но вы же не все подряд чеки Я выдаете. пробиваю, мусорку выкидываю. Ну Все все, прям на друг все друга. врываются чеки. Ну да, как? Прям на каждое врываются. Обязательно. Какие честные, молодцы. Ну, а как вы хотели? Вот здесь вы прям себя порядочно Нет, ведете. Нет, я не порядочно. Отмечу, вот Я- здесь порядочно себя ведете. Я вам Вот говорю, кассовая кроме дисциплина у вас, хорошая. кроме вас, как я только здесь открылся, прям сразу пришла ОБЭП, потом, нет, То есть уже до нас были уже и Много. правоохранительные органы. Много было. Участковый приехал, я все документы показал. Приехал Облебный, все документы показал. Потом приехал УСБ по коррупции приехал. Все изъяли, все отдали. Проверили, вернули обратно. А по факту чего проверяли? То, что вы сказали. То есть незаконное использование. Да, предпринимательская деятельность, Ага. все. Вот это. И все оказалось законно. А почему незаконно? У меня все Интересно. договора есть. Я ничего такого не делаю. Я вам объяснил. Вот эти строения надо снести. Какие? Вот это. Сейчас идет судебное заседание по поводу сноса. Вот. Документы есть в ОАГ. Пусть они вам покажут. Ну почему они не покажут? Почему вот они выставляют меня говно? Вот почему? Ну, я сейчас вас выслушал. Все, больше нечего добавить. Не, есть что добавить. Только не надо говорить, что вот я нагнетаю. Я ничего еще не говорил. После того, как мы здесь стали, они взяли, подняли им аренду. Зачем? Мне это неизвестно. И судя по тому, что вы говорите, ранее говорили, доверия к вашим словам нет. Объясню почему. Или нужно объяснять? Или не нужно? Нужно объяснить почему? Я сейчас скажу. Ну нужно объяснить мне почему? Не надо. Потому что вы понимаете. Я все понимаю. Почему к вашим словам нет доверия? Ну, я сейчас не буду в полемику с вами втягиваться. Я вам объяснил. Не знаю. Нет, вы не объяснили, вы откуда- сказали свою позицию. Откуда вы и откуда ветер дует. Откуда ветер дует? Смотрите, вот здесь вот есть пресса, пятая власть. Ветер задувает аж оттуда. Вы Откуда? сами знаете. Откуда? Так скажите. Вы сами знаете. Так мне скажите. Вы сами Ну вы скажите. вы Назовите сами здесь записывается как раз. Да и пусть записывается, я же не боюсь. Ну, Я ж так и назовите. понял. Ну назовите. Я ж так и Ну понял. назовите. Что называть? Понимаете, всегда мне кого-то приписывают, кто за мной стоит. Это было всегда, это нормально. Не, вы себе Я не каждый льстите. раз пытаюсь. Вы себе не льстите, Я что там... каждый раз Вы пытаюсь. провокатор, вы образно провокатор, вы провоцируете людей. Спасибо, я так- Пришли сюда, я благодарен. снимать вот это вот, А поставили чем я вас здесь. провоцировал? А вот смотрите, вы мне Чем я вас провоцировал? Вот вы мне солгали. Я вас провоцировал? Да. Чем? Вы спровоцировали вот этот вот народ сюда. И Я спровоцировал народ сюда? И вы вот скажите, вы мне сказали, вы меня обманули. Так. Сказали, что машина сломана. Так. Но машина не была сломана. Не была сломана? У меня была такая информация. Да, это откуда она была? От водителя. Кто? Да он не говорит, что мне нормально. Это он вам он не говорил. Как не говорит? А мне такое говорил. Вот видите, Что? он вас обманул, а вы меня. Я вас ничем не обманул. Ну как, вы сказали, что машина сломана. Я за что купил, зато продал. Видите? Это не обман. Нет, это обман. Обман нет. Обман. Обман знаете где? Вот там вот. Но сейчас вот последний вот час не происходит обмана. Нет. Ну вот это Бермудский треугольник. Это прямоугольник Бермудский. Почему? Объясните. Ну туда деньги пропадают. Ну объясните. Я что, кажется, Ну не объяснили, это вот голословно, вот здесь деньги почему? пропадают. Ну потому Но что. сейчас они пропадают, вот смотрите, сейчас опять. Все хорошо, проезжай. Чего они Я пропадают? очень надеюсь, что вы
все-таки услышите временните моим словам, что вы не должны здесь брать деньги. Ну не должны. Но вы, если бы у вас было бы все законно, вы бы сейчас бы продолжали бы брать. Он остановился человек, да проезжайте, все нормально. Сейчас объясняю. А вы здесь будете брать, когда они будут выезжать? Нет, мы с удовольствием берем. Бесплатный проезд сегодня. Сколько стоит такая машина? 200. Вот вы сколько машин уже пропустили? Ну вы столько недополучили. А вам нужно у вас... Вы и так мало как бы здесь зарабатываете. Аренда 800 тысяч. Я сейчас с вами разговариваю, потом пойду кассу сделаю, и все будет нормально. Просто аренда 800 тысяч рублей. И, деньги сколько уходят. Я говорю, сейчас кассу сделаю. Давайте мы подождем. Подождите. Вы почините там. Сейчас договорю. Вот. А почему вы решили, что мы виноваты, а не они? Нам обратились к нам предприниматели, которых вы же берете деньги с них. А почему только мы берем? А почему не... За аренду, то, что они берут деньги? За аренду, за мусор, там, послушайте, за все. они за это не жалуются на это. Как не все жалуются? Нормально. Как? Нам только слышны, вот здесь собрались люди, говорят то, что вы незаконно берете деньги. Кто вам сказал? Вот все люди, которые здесь были, это не люди или что, я не пойму? 20 человек, это не все. Это были зеваки. 20 человек зевак, с которых вы взяли деньги, и они недовольны С этим. этих людей мы не брали деньги. 70. Человек нормальный же был, человек 50 точно. С этих людей мы не брали деньги. То есть все они неправда говорили? Это арендаторы, мы с них не берем деньги. За проезд автомобиля. Вот пойдемте сейчас опять же, пройдемте и скажем, хоть с одного арендатора пойдем и скажем. Вы арендатор. Скажите, вот люди, которые стояли здесь, они арендуют здесь помещение, правильно? Вы слышали, о чем они говорили? О чем? Они говорили, решите проблемы на этом рынке, решите. Почему я был рядом с вами, мы здесь были вместе, может, вы слышали одно, я слышал может, другое. вы не хотели этого слышать. Они у нас говорят, даже камера, если я не услышал, то камера записала точно. Включите ее. Мы обязательно это просмотрим. Но мне кажется, я своим ушам тоже как бы верю. А мне я кажется, этого даже не вам было. объясняю. Они говорят, решите проблему на этом рынке. А проблема для них заключалась вот в этом? Нет. В чем-то еще? Там большая... Я думаю, с администрацией рынка они там арендуют, они должны твои проблемы решить, если они есть, вы видели, о которых я не слышал пока. Видели, я пришел, да? Вы хотя бы видели с той стороны руководства, которое вышло к людям и начала с ним разговаривать? Представитель администрации же был. Не было никого. Подождите, вот девушка была. А кто она такая? Я ее не знаю. Так просто не в курсе. Ну как? Но вы так мне говорите, что вот вы почему там заходили? Игорь какой-то. Ну я заходил, потому что представителем мы заходили. Ну. Соответственно, мы пообщались с представителем. Представитель здесь дала комментарий абсолютно официально. С документом пришла, какой ответ им пришел. Какой? То есть, как бы тот же самый, что и вам. Неправда. Как неправда? Потому что участковым они передали другой документ. Там, смотрите, суть документа, который содержит информация, идентична тому, что нам направили в редакцию. Варгузина не получала этот документ. Да причем Варгузина не как? получала. Ну, Варгузина напишет и получит. Ну как, ну вы же А это же принесли. заявителю, не подождите, это заявил человек, да, об этом. Соответственно, заявитель получил ответ. Варгузина заявит об этом. А не почему, получит ответ на почему ближайший. она вам отдала один экземпляр, а участковому совсем другой экземпляр? Смотрите, у нас есть наш экземпляр и есть их экземпляр. Он должен быть Им ответ, и нам ответ. Но он должен быть идентичен как-то, да? Информация, которая там содержится, она одинаковая. Что там, что там. Ответ просто разным лицам. Мне, как главному редактору «Пятой власти», и им, как Алев, или Алев, как правильно называется. Алев. Вот и все. Ну. Так ответ там содержится, информация одинаковая. Просто они со своей стороны предоставили, но они это сделали. Ну и где Вы там, говорите, администрации ну и не где было. там Администрация написано? здесь же среди людей стояла. Ну и где там написано, что я не могу брать Там написано, плату за что использование этой земля земли? эксплуатируется не по назначению. То, что вы планируете потом Да, это делать, да. это вы уже потом, об этом мы поговорим, если будет у нас разговор на эту тему. А на данный момент она используется не по назначению. Почему? Потому что вот все, что здесь находится, парковка, вот эта вся тема проезд, это использование называется не по назначению. Почему? Ну потому что так администрация ответила, не целевое, все верно. Почему не целевое? Ну как, это не ко мне вопрос, это Я не компетентным могу, органам, я не могу которые так сейчас, ответили. я не могу сейчас это использовать в целевом назначении, потому что мне мешает вот эти Я вот понял, строения. значит, вы вообще не должны ничего использовать. А кто же будет тогда аренду платить? Вот, вы вопреки закона, вы сейчас сами Нету никакого идете в закона. разрез закона, Почему? изымать деньги, чтобы Ну, тем закон самым скажите. компенсировать это Нет, все. нет. Вы должны просто расторгнуть договор аренды, субаренды. С кем? Ну, кто у вас сейчас? С Варгузиной с кем вы арендуете? Субаренду брали. Вот сейчас. Почему? Но вас же не устраивает он? Меня все устраивает. Как? Вы говорите, Вы я говорите, не хочу, могу но не сейчас могу. делать Ну, здесь. мы сейчас судимся. Так Есть? вот, если вас не устраивает,
вы можете Не, вы не правы. договор, Не, вы так дождаться, говорите. пока они Вы сделают, тогда Чтобы не платить, хотите? вы боитесь, что потеряете, кто-то другой заключит договор, правильно я понимаю? Поэтому вы готовы идти вразрез с законом. Вы не так говорите. Я говорю так, Нет, а нет, вы говорите нет, по-другому, нет. вот и все. Вы хотите очернить. Вот вы стоите. Нет, ничего, я Не, апеллирую лишь Вы фактами. не и всё. фактами апеллируете. Ну а как? Или вас использует кто-то? Меня никто не использует. Никто не использует, точно вы в этом уверены? Абсолютно. А вот те люди, которые сюда приезжали, они вас не используют? Такое ощущение, что они хозяева вот этой земли. Кто они? Ну вот мужчина, который был здесь. Что? Вы общались, он еще к вам подходил. Ну что? Такое ощущение, что он хозяин этой земли, и вы его Он подчиненный. просто здесь давно на рынке на этом. Но я знаю, что он долго, он сам сказал. Ну. Но просто такое ощущение, что он прямое отношение выше по иерархии имеет Не знаю. положение. Нет? Как он может выше меня быть, когда я арендатор? у меня- Я понимаю. Но бывает, знаете, такие вот серые кардиналы, бенефициары. Нет, да. Точно? Он к этому отношения не имеет. Нет, абсолютно. Вы уверены? Вот у меня сложилось впечатление, что вы лишь здесь разменная монета. Вашими руками все Это это делается. лично ваше сугубо мнение. Оно неправильно. Вы сейчас даже тон сменили, когда за нем заговорили. Нет, Это влияет глупость. как-то, да? Нет, Он на вас сильно влияет. абсолютно нет. Уверены? Ну вы глупость говорите. Если, смотрите, если вдруг вы боитесь за свою жизнь, что они вдруг на вас каким-то образом могут физически, если вы заднюю дадите, вы имеете в виду, вы можете к нам обратиться, мы вам поможем, мы вас защитим. Вы в своем уме? Я да. Я Я просто тоже. чувствую, как вас сильно, когда за нем заговорили, вы себя прям успокаивать максимально постарались. Чтобы... Я? Да. Я всегда спокоен. Но есть у меня такое ощущение, что вами манипулируют. Понимаете? И что человек, который над вами, Если мной Всё-таки манипулируют, есть. вы же про меня ничего и не знаете. это вот тот самый, который Вы здесь же был. про меня ничего не знаете. Не знаю, я не узнавал, мне это не Вот, а нужно вы было. знаете. Действительно есть что узнать. Действительно. Хорошо, ну может, у кого посмотрим, может, на общий знакомый есть. Я в бизнесе давно. Ну, у меня сложилось такое впечатление, что вы все-таки здесь лицо, которое Вот. манипулирует. И воспользовались тем, что у вас есть какой-то конфликт, и вы себе какую-то копеечку зарабатываете, и с людьми вот такой вот образ жизни Нет. ведете, такой вот конфликтный, назовем так. Конфликтный. Да, вам вы здесь конфликт же создаете. я вам еще раз объяснял. Не мы создаем конфликт, не я. Ну, вы точка преткновения вот этого всего. Да, Такой это, эпицентр это, зла. это, знаете, вам так может показаться, и вам так представили. Вот Да они. не, я сам видел личными глазами вот здесь все как что происходило. Ну что вы видите? Все, проезд бесплатный. Тут, сейчас я сделаю. Вот. Тут 150 человек. А что смешного я сказал? Не, а что Ну смешного? ладно, ну посмеялся, ну что. Тут 150 арендаторов. Ну тут было Да, я 150 понимаю. человек. Но вот у меня сложилось впечатление, что этот человек выше вас. Заезжать просто так, вы сидите, вы что ли, получается? Сейчас вечер уже в основном арендатор. Вот этот вот арендатор, у него пробка прямо в телефоне. Вот. Не, ну там многие люди пытались как бы оплатить, но сказали, не нужно. Ну, в общем, давайте резюмируем. Вот нужно долго-долго и упорно разговаривать. У меня мнение сложилось именно такое. Поэтому у вас другое, это нормально. Это я сразу говорю, это отлично. Плохо, ну, может, хорошо было бы все-таки, если мы к одному знаменателю пришли. Я думаю, мы тогда бы сказали бы, все, ну, вы бы сказали, я не беру деньги, все, я завез этой лавочкой. Я скоро здесь эти теплицы поставлю, все будет Давайте хорошо. так. Я не беру здесь, они не берут там. Хорошо. Это вы с ними договариваетесь? Ну вот видите, тогда зачем вы здесь? Нет, тогда? вы с ними, это вас администрация называет. Вот, мы с ними договоримся. И народ сейчас тоже... Смотрите, я не администрация этого рынка, я средства массовой информации. я вам просто... Пятая власть. Вот вас сюда вызвали, вас кто-то сюда написал. Я даже не знаю, кто там. Да все они вот здесь были. Это мизер, что был. Понимаете? Я их... То есть надо, чтобы побольше людей. Конечно. Надо собрать всех. Всех 150 арендаторов собрать. Но если бы мы запланировали бы это мероприятие, мне кажется, мы собрали бы весь рынок. Давайте запланируем. Не, нам нужно как бы выделить для этого время, надо подумать. А знаете, как мы сделаем? Вот как раз таки сейчас проверку проведут по этому поводу. Давайте. И я думаю, мы здесь дружно все соберемся. Давайте соберемся. Соберемся 150 знаете, самое главное, человек. знаете, самое главное, чтобы не восприняли правоохранительные органы за митинг. Ну они могут. Несанкционированный. Нет. Ну просто на парковку здесь, сюда, да, за стоянку. Да, тот просто бесплатный. надо всех людей собрать и выслушать их мнение. Так мы же выслушали. Да это ерунда. Вы когда вы ушли, тут было совсем другое мнение. Понимаете, когда вы там ходили. А сколько с фуры вообще проезд? Она на стоянку идет. На стоянку идет. Они Да. бесплатно, да, проезжают? Ну, А нам просто сказали, те, кто фуры стоят, что деньги берут. Вон там. Ходите. Да, это я вижу. Так мы разговариваем с 200 ними. рублей.
Да, смотрите, мы с ними разговаривали, и они сказали, что здесь вот платно заезжать на стоянку, поэтому там вот перекрыли. А сейчас говорите, бесплатно заезжать на стоянку все-таки. Бесплатно все-таки? Ну сейчас вот видите, бесплатно заехать. Вот, а до этого было платно. Но она и будет платно. А сейчас почему бесплатно? Потому что касса не работает. Касса не работает. А вы только что вот прямо 10 секунд назад сказали, что фура бесплатно вот так Вот на сейчас стоянку. она проехала бесплатно. я Но вам вы сказали, сказал. так как на стоянку фура бесплатно проезжает. Ну вот сейчас Она проехала. всегда будет бесплатно на Нет, стоянку это проезжать. не будет. А вы сказали только что так как, значит всегда Да не говорю я подразумевается. так как. Ну, Я говорил, вот это проезжает это на бесплатно. стоянку. Ну блин, я не могу чек ей дать, поэтому бесплатно. Вот теперь мы все до конца определились, потому что Не касса не могу работает. дать чек. Все, да. я понял. Если я Хорошо. чек не дам, вы сами понимаете. Все. А можно сделать так, чтобы касса каждый день не работала? Нет. Мне же надо аренду оплатить. Так, Так, это же незаконно. давайте решим так. Незаконно, пусть решает Вот давайте так, правоохранительный мы ждем орган. ответ сейчас Хорошо. правоохранительных Да, органов. да. И тогда уже более детально обо всем Хорошо. поговорим. Все, договорились. Что сказали руководство машин-то по поводу убрать? А когда машина будет уезжать, тогда уберем. Не, так ее убрать же надо. А куда убрать? А? А куда убрать? И эту уберут, привезут в будку, на это место поставят. Кто ее, какую будку? Будку кто-то поставит? Конечно. А, то есть это вопрос принципиальный. Да. Перекрыть. Да. Так это ж пожарный выезд. Будку-то временно. долго убирать. Может, сегодня или завтра будку привезут. Мы Будку поставят, да? Да. Как интересно. Да. Это когда завтра, да? Да может завтра. Я звонил начальнику. А он сказал, будку привезут, да? Да. Я понял, о, как интересно. Я понял, ну тогда дождемся будки. Ну, Хорошо. Приходите.